Берлинские ворота известны дальше у нас, вот здесь. Посольство Америки. Берлинская стена окружала весь Западный Берлин. Берлин был основан в 13 веке, и в 1987 году он отпраздновал свое 750-летие. В Берлине сейчас проживает 3 миллиона 700 тысяч жителей, и он является вторым по величине городом Евросоюза после Лондона. Берлин окружен землей Бранденбург, столицей которой является город Потсдам. Берлинские ворота известны дальше у нас, вот здесь. Посольство Америки, видите флаги, там ребята стоят, охранники всякие, военные. Вот этот отель, это как раз отель, где Майкл Джексон вот где-то здесь с балкона показывал своего новорожденного ребенка. И, кстати, дальше, вот видите, телебашня. Конечно, для вас не будет открытием, что Берлин является очень популярным туристическим направлением. Из Москвы лететь сюда не более 3 часов. А билеты в оба конца можно купить за $100. Средняя цена номера в 3-звездочной гостинице равняется 7000 рублей. Если вы знаете, во времена войны Берлин был разделен на 2 части. Восточный и западный Берлин. И западная часть была полностью окружена стеной, Берлинской стеной. И вот я нахожусь на одном из очень интересных мест, вот как раз где вот эта тропинка идет. Здесь проходила стена. Вот за мной дома с одной стороны, это была восточная часть. И вот здесь была западная часть. Берлинская стена окружала весь Западный Берлин. И вот еще остался кусок, видите, вот этой стены. Она же вся была разрушена. Так представьте себе масштабы. То есть вот стена, вот я вот, к примеру, к ней подойду. Вот видите? То есть она получается насколько выше меня. Вот видите? Метра 3, наверное, где-то. Метра 3 у нее есть высоты. И, кстати, стен-то на самом деле было не одна, а была 2. И вот вторая, вот одна шла вот здесь по берегу, да, к примеру. Ну, вот это именно вот в этой местности. Вот видите, дальше тоже камни идут. А другая шла в воде. Вот здесь, вот так вот. А сейчас вот этот район, это район спокойный, где расположены дорогие дачи, загородные дома. Вот, к примеру, вот этот вот домик стоит порядка 900 тысяч евро. Ну, почти 1 миллион евро. И здесь находятся виллы, в которых раньше, еще во времена войны, после войны, 1945 год, встречались Сталин, Труман и Черчилль для того, чтобы определить границы и разделить Берлин, грубо говоря. Потому что, если вы знаете, Берлин тогда был поделен на 4 части. Американскую, французскую, русскую и британскую. Хочу отметить, что Берлин популярен среди иностранных студентов, потому что здесь находится ряд известных университетов, где можно учиться не только на немецком, но и на английском языке, что немаловажно.
Крупнейшими индустриями Берлина являются IT, фармацевтика, биомедицинская инженерия, технологии, биотехнологии, строительство, электроника, кинопроизводство, архитектура, наконец. Если вы хотите посетить все музеи Берлина, то вам потребуется полгода, чтобы посетить их всех, если вы будете посещать по одному музею в день. Потому что здесь находится 180 музеев. В Берлине проживает около 585 миллионеров. И я говорю о евровых миллионерах, не рублевых. Хочу отметить, что все, наверное, знают об Октоберфесте, который проходит в Мюнхене. Так вот, самая длинная пивная тусовка проходит как раз таки в Берлине, а не в Мюнхене. Протяженность ее составляет 2 километра и 200 метров. Традиционно это мероприятие проводится ежегодно и является самым длинным подобным мероприятием в мире. Некоторые основные достопримечательности Берлина включают в себя, естественно, Берлинскую стену, Берлинскую телебашню, Берлинский кафедральный собор, Бранденбургские ворота, Музейный остров, Рейхстаг, Шарлоттенбург, Берлинский зоопарк, который является одним из крупнейших в Европе и одним из самых часто посещаемых. Бункер Берлинский, мемориал жертвам Холокоста, который находится рядом с Берлинскими воротами. И я вам очень рекомендую съездить в Потсдам и посетить дворец Сан-Суси. Это один из самых известных дворцов Фридриха Великого. Берлин состоит из 12 районов, и он в 9 раз больше, чем Париж. Ну и в заключение хочу отметить, что Берлин – это настоящий рай для тусовщиков. Было подсчитано, что каждые выходные здесь тусуют около 50 тысяч человек.